Что происходит сегодня в Турции? Социальная напряженность в стране нарастает, а экономический кризис продолжает углубляться. Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу стал одним из ключевых событий, способных повлиять на дальнейшее развитие политической ситуации в стране. Однако этот случай нельзя рассматривать в отрыве от более широкой картины. Турция сталкивается с серьезными вызовами. Экономические трудности, внутриполитическая борьба и изменения геополитических реалий делают положение еще более нестабильным. Решение о судебном преследовании Имамоглу многие рассматривают как стратегический ход властей, направленный на ослабление оппозиции. Однако такие действия могут иметь и непредсказуемые последствия. Запугивание оппозиционных лидеров в краткосрочной перспективе может привести к усилению контроля со стороны власти, но в долгосрочной – лишь спровоцировать рост протестных настроений и привести к ухудшению социально-политической ситуации. Сложности для правящей партии начались еще в 2023 году, когда она потерпела серьезное поражение на местных выборах. Тогда оппозиция смогла взять под контроль крупнейшие города страны, включая Стамбул, Анкару и Бурсу. Этот удар по многолетнему доминированию правящей элиты не был забыт, и сегодня мы видим попытку взять реванш. Арест Имамоглу стал очередным шагом в этом направлении. Однако общественное мнение показывает, что этот шаг может сыграть против инициаторов процесса. По некоторым данным, объем финансовых средств, выпущенных Центробанком на рынок за последние дни, достиг 25 миллиардов долларов, что свидетельствует о масштабной экономической нестабильности. Протестные акции в поддержку Имамоглу проходят в разных частях страны. Но речь идет не только о солидарности с одним политиком. В обществе нарастает усталость от экономического кризиса, роста цен и проблем с занятостью. Многие рассматривают ситуацию как показатель общего состояния системы, которая становится все более закрытой и репрессивной. Несмотря на усилия властей по сдерживанию протестов, они продолжают расширяться. Если недовольство населения не будет учтено, возможен рост социального напряжения. Власти, в свою очередь, рассматривают разные меры для контроля над ситуацией. Один из возможных сценариев дальнейшего развития событий – введение чрезвычайного положения. Такой шаг позволил бы властям получить дополнительные полномочия и жестко контролировать ситуацию. Это уже происходило после попытки переворота в 2016 году, и сегодня вероятность такого сценария также нельзя исключать. Однако в нынешних условиях введение чрезвычайного положения может не только не стабилизировать ситуацию, но и вызвать еще большую волну общественного возмущения. Многие рассматривают такие меры как способ подавления оппозиции и лишения общества возможности свободного выражения мнения. Если протесты продолжат усиливаться, а экономическая ситуация ухудшится, власти окажутся перед сложным выбором. Официальное обвинение Имамоглу в связях с запрещенными организациями вызвало бурную реакцию в обществе. Этот шаг выглядит особенно противоречивым на фоне недавних заявлений о нормализации отношений с различными политическими силами внутри страны. В случае дальнейшего обострения ситуации может возникнуть новый виток политического кризиса. Помимо политической нестабильности, Турция сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Ослабление национальной валюты, инфляция и рост внешнего долга создают дополнительные риски. После ареста Имамоглу курс лиры резко снизился, а интервенции Центрального банка не смогли в полной мере стабилизировать ситуацию. Экономическая неопределенность влияет на все сферы жизни. Повышение цен на продовольствие, топливо и коммунальные услуги увеличивает нагрузку на население. Многие семьи сталкиваются с ухудшением условий жизни, что способствует росту социального напряжения. На фоне этих событий сохраняется вопрос о дальнейших шагах правительства в экономической политике. Внешний долг страны продолжает расти, а доверие инвесторов снижается. Это может привести к новым вызовам, если не будут приняты эффективные меры по стабилизации экономики. Пока международная реакция на арест Имамоглу остается сдержанной. Многие страны следят за ситуацией, но не спешат с резкими заявлениями. Это дает турецкому руководству пространство для маневра, но в долгосрочной перспективе может привести к осложнению отношений с ключевыми партнерами.
Турция уже долгое время балансирует между разными внешнеполитическими направлениями. С одной стороны, она поддерживает контакты с Европейским Союзом, с другой – продолжает развивать связи с Россией и странами Ближнего Востока. Однако такие маневры требуют высокой гибкости и учета множества факторов. Отношения с ЕС могут столкнуться с новыми вызовами. Дистанцирование Турции от европейской политики и ориентация на собственные геополитические амбиции создают определенные противоречия. В то же время экономические связи с Европой остаются важными, и полный разрыв отношений маловероятен. В ближайшие месяцы политическая и экономическая ситуация в стране будет оставаться нестабильной. Усиление давления на оппозицию, возможное введение новых ограничений и экономическая неопределенность могут привести к дальнейшему обострению кризиса. Сценарии развития событий остаются открытыми. Возможны как новые протесты, так и попытки их подавления. Также нельзя исключать дальнейшие шаги властей по изменению политического баланса. Ситуация в Турции напрямую влияет не только на внутреннюю политику, но и на международные отношения страны. Развитие событий покажет, сможет ли страна выйти из кризиса или столкнется с новыми вызовами, способными изменить ее будущее. И в завершение приведу слова иранского журналиста, который сделал важное заявление о ситуации в Турции. Горькая ирония. Глава МИД Турции оказался в той же ловушке, о которой предупреждал. Главный редактор иранской газеты «Кейхан» Хосейн Шариат-Мадари в своей колонке напоминает о словах, сказанных 3 года назад. Во время встречи президента Эрдогана с верховным лидером Ирана аятоллой Хаминеи было подчеркнуто: «Мы рассматриваем безопасность Турции как свою собственную, и Турция должна делать то же самое в отношении Сирии. Вопросы региона должны решаться через диалог между Ираном, Турцией, Сирией и Россией». Тогда же звучало предупреждение: любое военное вторжение на север Сирии принесет вред самой Турции, дестабилизирует регион и сыграет на руку террористическим группировкам. Теперь, спустя 3 года, Анкара сталкивается с последствиями своих действий. Политика вмешательства и поддержки некоторых сил, направленных против Дамаска, оборачивается против самого турецкого правительства. В этом контексте звучат слова Шариат-Мадари: «Господин Эрдоган, будьте осторожны с собственным министром иностранных дел». Примечательно, что именно Хакан Фидан, который недавно высказывался в угрожающем тоне в адрес Ирана, оказался в ситуации, напоминающей яму, о которой сам предупреждал, говорит Хосейн Шариат-Мадари. Вопрос теперь в том, сможет ли Турция извлечь уроки из своих решений или продолжит курс, чреватый новыми вызовами. Эрдоган в марте вынашивал определенные сценарии в отношении Ирана, пытаясь дестабилизировать обстановку, однако теперь сам оказался в ситуации, которую пытался навязать другим. То, что происходит сейчас в Турции, это, возможно, только начало глубинных перемен. История учит: кто роет яму другому, сам первым туда и падает. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.